Глава 281. Резиденция Цинь и молодая госпожа Бя. Спустя 2 часа Хань Ли покинул секретную комнату с Цинь Янь, снова вернувшись к своему образу деревенщины. Вернувшись в комнату для гостей, мастер клана Цинь взглянул на свою третью жену и немедленно приказал людям устроить чистую комнату в задней части резиденции, поскольку почетный племянник Хань Ли будет находиться с ними в течение длительного времени. Причина этого казалась простой. Как его старший, мастер хотел взрастить этого младшего и отплатить за доброту, которую ему подарили старейшины мальчика. Когда третья жена увидела это, у нее отвисла челюсть, но она не произнесла ни слова возражения. Когда женщина услышала это, она знала, что Цинь Янь уже принял свое решение и не передумает. Кроме того, она заметила, что что-то было не так с этим достопочтенным племянником ее мужа. Но поскольку Цинь Янь ничего не рассказывал, она, естественно, не предпринимала никаких действий, которые могли бы вызвать его немилость. Тем не менее, ее воображение было дико возбуждено, почему ее муж был настолько серьезен по отношению к этому достопочтенному племяннику. Вполне возможно, что когда Цинь Янь был молод, он оставил внебрачного ребенка и теперь пытался загладить свою вину. Какая еще могла быть причина, по которой письмо бы заставило его побледнеть и изменить свое поведение по отношению к нему? Чем больше она об этом думала, тем больше она чувствовала, что это было правдой. Она чувствовала себя несчастной, но делала вид, будто ничего не произошло, и также изменила свое отношение к Хань Ли. Таким образом, по требованию лорда Цинь Хань Ли последовал за Цинь Пин, чтобы полностью осмотреть резиденцию. На этот раз выражение лица Цинь Пин было не таким жестким, как прежде. Вместо этого на его лице появилась улыбка, и он постоянно обращался к нему как «молодой мастер Хань». Он нарочно забыл о своем прежнем холодном поведении. Хотя казалось, что Хань Ли был в восторге от благосклонности мастера, он тайком завидовал этому смертному слуге. Его искусство изменять направление в зависимости от того, с какой стороны дул ветер, было поистине превосходным. Неожиданно он смог переключиться с высокомерия на почтение без малейшего смущения. Он не знал, был ли этот человек на самом деле таким толстокожим или просто привык к такому. Вскоре после того, как Цинь Пин проводил Хань Ли к маленькой тропе на задней части резиденции, они прибыли в спокойный трехкомнатный дом. Изящное и изысканное окружение было исключительно спокойным, в результате чего Хань Ли внутренне кивнул головой. Это ему очень понравилось. Кажется, этот Цинь Янь немало времени думал, чтобы дать ему такое подходящее жилище. «Молодой мастер Хань, это ваша резиденция. Это лучший внутренний двор в резиденции Цинь, его отдают в пользование только самым ценным гостям господина». После того, как Цинь Пин проводил Хань Ли во двор, он ласково объяснил это Хань Ли. Хань Ли почесал затылок и наивно усмехнулся. Он несколько раз хихикнул, как будто не знал, что сказать. Цинь Пин очень тактично переключился на другую тему. «Молодой мастер Хань еще не обедал, так? Я сейчас же схожу на кухню и принесу вам поесть. Пожалуйста, подождите секунду». Сказав это, Цинь Пин почтительно удалился со двора и ушел. При виде того, как он постепенно удалялся, Хань Ли слабо улыбнулся и вошел в комнаты. Помещения внутри комнат в значительной степени соответствовали всему здесь окружающему. Мебель была уникальна и изысканна. Цинь Пин оказался довольно проворным. Вскоре подошла служанка с большим бамбуковым подносом с едой. Почувствовав ароматный запах еды, Хань Ли, который постился в течение нескольких лет, почувствовал себя словно хищник перед добычей и смел все с тарелок почистую. Когда Цинь Пин увидел, что осталось от угощений ничего не осталось, это показалось ему немного забавным. Но он по-прежнему вел себя очень почтительно и пригласил Хань Ли в зал. Лорд Цинь хотел представить Хань Ли членом резиденции Цинь. Когда Хань Ли во второй раз прибыл в гостевой зал, там были не только Цинь Янь и его третья жена. Там было около 30 человек. Когда Цинь Янь предложил Хань Ли сидеть рядом с ним, некоторые из старших членов в зале были удивлены, но остальные не реагировали. Однако молодые мадам и лорды клана Цинь не смогли сохранить свое спокойствие. Более благосклонный молодой мастер тут же спросил с недовольством: «Дедушка, кто этот брат? Мы, братья и сестры, никогда его раньше не видели. Вы позвали нас из-за этого человека». Цинь Янь, естественно, услышал зависть в голосе внука, но он не придал этому никакого значения, а вместо этого бросил на него холодный взгляд и сказал: «Знай свое место. Разве у тебя есть право выступать здесь? Что это за тот человек, тот человек? Это Хань Ли, мой достопочтенный племянник Хань. Его старейшина спас наш клан Цинь, когда мы были на грани жизни и смерти. Тебе запрещено быть непочтительным к нему». То, что сказал Цинь Янь, тут же смутило всех присутствующих в комнате, кроме его третьей жены. Разные домыслы и любопытные взгляды постоянно приземлялись на Хань Ли.
Что касается молодого мастера клана Цинь, он молча отступил, его лицо было то испуганным, то краснело от смущения. Он абсолютно не ожидал, что Цинь Янь, который обычно всегда был благосклонен к нему, говорил теперь с ним таким жестоким тоном. Он буквально потерял свой авторитет перед таким количеством братьев и сестер, и естественно, что теперь у молодого мастера никак не может быть доброго отношения к Ханьле. Разумеется, он был не настолько наивен, чтобы совершать любые злонамеренные действия в отношении Ханьли, особенно после того, как Цинь Янь отдал такие приказания. В конце концов, казалось, что этот деревенщина имеет очень высокое положение в сердце дедушки. Из-за этого он не хотел окончательно потерять благосклонность Цинь Янь. В итоге, этот молодой мастер невольно стал примером для остальных, никто не посмел бы быть с ним невежливым. Вместо этого при встрече с ним все проявляли изысканное дружелюбие. В это время Цинь Янь по очереди указал на всех присутствующих в зале, знакомя Ханьли с ними: «Это мой старший сын Цинь Чжи. В настоящее время он помогает мне организовать все дела в Юэцин. Он очень умный. Это мой второй сын». Даже когда Ханьли притворялся, он тайно запомнил всех членов клана Цинь, с которыми его знакомил Цинь Янь. В конце концов, это были те люди, которых он должен был защищать, однако этот пожилой лорд Цинь действительно был плодовитым, всего у него было 5 сыновей и 3 дочери, и было даже несколько внуков и внучек. Среди них старшему и второму сыну было около 30 лет, и у них даже были семьи. Тот, кто осмелился задать грубый вопрос, был вторым сыном старшего сына. Однако, забавно, что пятому сыну Цинь Янь было только 5 или 6 лет. Это был маленький ребенок, который мог только сосать большой палец. Когда Ханьли подумал о том, что 16-17-летний юноша был вынужден назвать этого ребенка «пятый дядя», он чувствовал, что это было довольно смешно. Что касается жены Цинь Янь, то помимо третьей жены, с которой он встречался ранее утром, была еще одна 40-летняя или вторая жена, а также 7 или 8 относительно молодых наложниц. Первой жены Цинь Янь не было в зале. Стоит сказать, что она молилась Будде и воздерживалась от употребления в пищу мяса. Она больше не принимала никакого участия в делах. Кроме этих людей, было 2 40-летних или около того мужчин. Естественно, они были вторыми и третьими младшими братьями Цинь Янь. Каждый из них отвечал за часть бизнеса клана Цинь и мог считаться более важными членами клана Цинь. Конечно, у них также было несколько сыновей и дочерей в комнате, но Ханьли только запомнил имена этих людей, поскольку был слишком ленив, чтобы уделять им дополнительное внимание. В конце концов, энергия, которой он обладал, была ограничена. Он мог сосредоточиться только на защите людей, которых Цинь Янь представил в этой комнате. «Ой, а где молодая госпожа Бя?» Когда Цинь Янь представил всех людей в комнате, он внезапно обнаружил, что не хватает еще одного человека. Он тут же спросил об этом у своей третьей жены, что сидела рядом с ним. Лорд, юная мисс Бя посчитала, что, будучи вдовой, ей не слишком подходит встреча с посторонними, и поэтому она не пришла. «Стоит ли мне позвать ее?» — тихо спросила третья жена. Ее лицо было полно нерешительности. А подумал Цинь Янь, прежде чем продолжить, не стоит волноваться об этом, достопочтенный племянник Хан не посторонний. Будет лучше, если она придет и увидит его. «Да, мой лорд». «Лянь, иди скорее и позови младшую мисс Бя, скажи ей, что лорд попросил ее прийти». Третья жена безразлично скомандовала молодой служанке, стоящей позади нее. Да, мадам, эта маленькая служанка, которая раньше провожала Ханьли, сразу же выбежала через боковую дверь. В это время Цинь Янь обернулся и тихо сказал Ханьли: «Человек, который не пришел, молодая женщина, которую спасла моя первая жена 7 или 8 лет назад, когда она была у родителей. Эта женщина очень несчастна. Мало того, что она потеряла память из-за удара головой, но также все ее тело покрыто ранами. У моей первой жены очень мягкий характер, поэтому она приняла эту женщину, поскольку ей было некуда идти, а она попросила одного из своих братьев принять ее в качестве приемной дочери, по крайней мере, предоставив ей какое-то убежище. Однако этой женщине действительно не повезло. Когда она вышла замуж за мужчину, которого выбрал ей ее приемный отец, она пробыла замужем только 3 дня, прежде чем ее супруг случайно утонул в реке, потому что был слишком пьян. Разумно сказать, что любая молодая женщина, естественно, решила бы снова выйти замуж, но эта женщина действительно имеет характер, чтобы умереть целомудренно. Она решила жить как вдова для мужа, с которым она прожила всего 3 дня. Это сделало честь репутации клана моей жены. Впоследствии ее приемный отец скончался из-за болезни. Моя жена, увидев, что по-настоящему жалкая, одинокая женщина следит за пустым домом, решила привести ее сюда, в надежде развеять ее тревогу. Говоря это, Цинь Янь беспрестанно вздыхал.
Глава 282. Преображение. Когда Хань Ли услышал слова Цинь Янь, хотя он и выглядел шокированным, он не одобрял это. Он чувствовал, что большую часть времени этих жалких женщин сбивали с толку рассказы о благородных женщинах, которые не вступали в повторный брак. Когда молодые люди в зале услышали, что придет молодая мадам Бя, все они начали беспрестанно шептаться со счастливыми выражениями на лицах, поскольку в их глазах появилось ожидание. Это удивило Хань Ли, но вскоре он понял, что, наверное, эта молодая мадам Бя была очень красивой женщиной. Не успел он об этом подумать, как в зал вошли молодая горничная и молодая женщина в белом. Эта женщина была очень красивой и казалась чрезвычайно нежной и спокойной, а также она излучала неописуемое, огненное обаяние с головы до ног, что придавало ей прекрасный и эмоционально волнующий вид. Когда большинство мужчин смотрели на нее, все они испытывали желание держать ее в объятиях и любить ее. Будучи незрелыми и неопытными молодыми людьми, они буквально поедали ее глазами. Казалось, эта молодая госпожа Бя уже давно стала мишенью юнцов из клана Цинь, однако, когда Хань Ли увидел внешность этой женщины, в его глазах вспыхнуло удивление. Глупое выражение на его лице внезапно исчезло. К счастью, Хань Ли тут же подавил это удивление и вернулся в свой изначальный вид. Поскольку эта трансформация произошла менее чем за секунду, и все в зале смотрели на молодую женщину, его тайна не была раскрыта. В этот момент сердце Хань Ли напоминало штормовую бурю. Внешность молодой мадам Бя сильно изменилась с прошлого раза, и ее походка также немного изменились. Тем не менее, благодаря умному взгляду и ее нежному, овальному лицу, Хань Ли с одного взгляда узнал эту молодую мадам Бя. Она была одной из немногих, кого он видел в особняке Мо несколько лет назад. Это была изящная, молодая женщина, которая жила там, чтобы исследовать искусство исцеления, Мо Фэнву. Хотя Мо Фэнву вошла в комнату с опущенной головой, все увидели, как ее лицо слегка покраснело. Естественно, она не видела Хань Ли, который сидел рядом с Цинь Яном. Когда Цинь Янь увидел, что его младшие ведут себя неприлично, он очень разозлился. Кхе-кхе. Его лицо напряглось, и он кашлянул несколько раз. Его кашель буквально заставил юнцов вернуться с небес на землю, в результате чего они тут же стали на нее смотреть так, как полагает честным джентльменам. Безусловно, они боялись разозлить мастера клана. «Пинер, сядь рядом с тетей», — проговорила третья жена, чтобы Мо Фэнву рядом с ней. «Спасибо, третья тетя». Мо Фэнву мягко произнесла слова благодарности и аккуратно подошла к третьей жене, чтобы сесть рядом. Пинер не стоит оставаться в четырех стенах все время. Это плохо для живых людей. Тебе стоит почаще выходить на улицу. Было очевидно, что Цинь Янь очень жалел Мо Фэнву, поскольку он очень ласково проговорил это. «Большое спасибо, дяде». Пинер понимает это. Покорно ответила Мо Фэнву, не поднимая головы. Эх. При виде этого Цинь Янь тихо вздохнул. Хотя эта приемная дочь послушно отвечала так каждый раз, как только она возвращалась в комнату, он не выполняла своих обещаний. Цинь Янь ничего не мог с этим поделать. Он решил продолжить свое дело и представил Хань Ли Мо Фэнву. «Пинер, я попросил тебя прийти сюда, чтобы познакомить тебя кое с кем. Это Хань Ли, мой дорогой племянник Хань. Он является потомком старшего, который оказал нашей семье большую услугу в прошлом. Поздоровайся с ним». Хань Ли полностью сосредоточился на движениях Мо Фэнву. Когда эта женщина услышала слова Хань Ли, ее тело слегка вздрогнуло, и ее сердце сразу забилось быстрее. Спустя какое-то время Мо Фэнву медленно подняла голову, являя всем свое красивое лицо. «Здравствуй, дорогой брат Хан». Казалось, Мо Фэнву действительно не помнила Хань Ли. Услышав, как она отдает дань уважения Хань Ли, казалось, что он был ошеломлен ее красотой. Наконец, он с большим трудом сказал: «Здравствуй, дорогая сестра». Молодые люди при виде это невольно захихикали в этот момент. Цинь Янь холодно провел взглядом по ним, и все они тут же затихли. Хань Ли лишь бесцеремонно почесал затылок, казалось, он не знал, что делать. Далее все стало намного проще. Цинь Янь холодно объявил людям своего дома, что Хань Ли будет жить в резиденции Цинь в течение некоторого времени. Также он запретил другим быть с ним невежливыми, в противном случае они могли понести серьезное наказание. Услышав это, люди из Цинь уставились на Хань Ли со странным взглядом. В этот момент все они пытались настоящую связь Хань Ли и Цинь Янь. Ночью Хань Ли, лежа на кровати в своей комнате, не мог уснуть. Он уставился в потолок, как будто о чем-то беспокоился. Тука-тук. Из-за двери послышался звук двух легких ударов. Хань Ли, который еще не спал, слегка приподнял уголок рта в легкой улыбке. Хань Ли спокойно поднялся и открыл дверь в комнату. Там стояла женщина, укрытая плащом.
Когда эта женщина увидела, что Хань Ли открыл дверь, она немедленно сняла капюшон. Это была Мо Фэнву, которая в тот день притворилась, что не узнала Хань Ли. При виде этого Хань Ли тут же сдвинулся в сторону, а Мо Фэнву без колебаний вошла внутрь. Хань Ли встал у двери и высвободил свое духовное чутье. Он не обнаружил никого поблизости. Казалось, что Мо Фэнву был осторожна, когда решила прийти сюда. Он мягко закрыл дверь и повернулся к ней. Он увидел, что Мо Фэнву молча сняла плащ, являя свое прекрасное, соблазнительное тело. Без лишних приличий она просто села на кровать, не обращая внимания на Хань Ли. Хань Ли вздохнул. Кроме ее внешности, ему действительно было трудно найти связь между этой холодной и обособленной женщиной и его впечатлением от той нежной молодой женщины, которая изучала исцеление. Ее переживания за прошедшие много лет превратили ее в абсолютно незнакомого человека. «Должна ли я обратиться к вам как младший боевой брат Хань или дорогой брат Хан?» Недовольное выражение промелькнуло в ее глазах, когда она грубо спросила об этом. «Зовите меня Хань Ли, юная леди Фэнву», — спокойно сказал Хань Ли, сдерживая свои мысли. Услышав ответ Хань Ли, лицо Мо Фэнву было озадачено разочарованием. Но вскоре после этого она сказала: «Я не знаю, почему молодой мастер Хань, бессмертный культиватор, прибыл в резиденцию Цинь, и я также не желаю знать эти секреты. Я пришла сюда только для того, чтобы попросить молодого мастера убить одного из врагов Фэнву из уважения к вашим отношениям с моим отцом как с вашим мастером». Говоря это, она больше не могла сохранять свой холодный и отстраненный вид. Она нервно взглянула на Хань Ли, опасаясь, что он откажется. Выражение лица Хань Ли ничуть не изменилось, но он ничего не сказал. Вместо этого он поднял чайник с ароматным чаем, который закончил заваривать, и налил Мо Фэнву в чашку. Затем он медленно произнес несколько слов, которые потрясли женщину. «Неужели тот человек, которого вы хотите, чтобы я убил, это мастер секты Радуги?» После того, как Хань Ли сел место напротив Мо Фэнву, он неторопливо произнес это, наблюдая за ее изменяющимся от удивления лицом. Но удивление Мо Фэнву быстро исчезло. Несколько раз она странно взглянула на Хань Ли и с горечью сказала: «Кажется, младший боевой брат Хань уже все знает о особняке Мо». В самом деле, ничего нельзя утаить от бессмертных культиваторов. Хотя Мо Фэнву мягко произнесла эти слова, Хань Ли услышал в них следы скрытой обиды. Более того, это негодование было неожиданно направлено на него. После минутного размышления Хань Ли понял, почему это произошло. Затем он слегка усмехнулся и объяснил: «Кажется, что молодая леди Фэнву все не так поняла. Если бы я действительно знал, что в особняке Мо терпит бедствие, я бы, по крайней мере, помог боевым матерям сбежать оттуда целыми и невредимым, чтобы они смогли прожить остаток своих дней в мире и спокойствии». Что касается других вопросов, об этом было бы трудно сказать. Хань Ли проговорил это очень искренне. Он не боялся Мо Фэнву, даже если она затаила на него обиду. Однако Хань Ли не мог смириться с этой несправедливостью против себя. Когда Мо Фэнву услышала слова Хань Ли, она только произнесла «ох». Ее лицо снова стало холодным и отстраненным. Хань Ли не знал, действительно ли эта женщина поверила его словам. При виде этого Хань Ли покачал головой, и после минуты колебаний ему пришлось рассказать ей правду. Сначала из-за того, что истинная ситуация была связана с миром бессмертных культиваторов, он не хотел говорить ей. По правде говоря, я узнал о несчастье с особняке Мо от Мо Цэхуань. В настоящее время она вместе с 4-й боевой матерью. Что? Вы говорите, что Цэхуань и 4-я мать все еще живы? Услышав это, Мо Фэнву сильно разволновалась. От волнения ее лицо покраснело. Конечно, они живы. Но я не могу сказать, где именно они находятся, поскольку это исключительно секретное место. Мягко добавил Хань Ли. По правде говоря, после того, как он сбежал из замка Яньлин, он сделал несколько запросов о том, в каком положении находились смертные в замке Яньлин. В конце концов, замок опустел, поэтому смертные воспользовались этим, чтобы сбежать. Все следы матери и дочери были потеряны. Глава 283. Старая привязанность. Хань Ли почувствовал, что если он скажет Мо Фэнву, что Мо Цэхуань и ее мать исчезли, он расскажет ей слишком много. Пока Мо Фну знал, что ее семья все еще была жива, этого было достаточно. Возможно, она могла бы встретиться с ними где-нибудь. Хань Ли кратко рассказал о том, как он встретил Мо Цэхуань, в результате чего Фэнву чуть не заплакал от радости. И Мо Фэну четко понимала, поскольку Хань Ли был бессмертный культиватор, ему не было никакого смысла лгать ей.
Причина, по которой он был так вежлив с ней, скорее всего, заключалась в том, что они встретились спустя столько лет. Теперь выражение ее лица по отношению к Хань Ли явно было не таким холодным, как прежде. Она ясно осознавала, что, по всей вероятности, если бы не помощь Хань Ли в замке Яньлин, леди Ян и ее дочь все еще были бы в затруднительном положении. Большое спасибо молодому мастеру Хань, который рассказал мне о местонахождении Цэхуана и четвертой матери. Услышав это, она тут же поблагодарила его. Но, не дожидаясь ответа Хань Ли, она сказала: хотя моя младшая сестра и ее мать в порядке, местонахождение моей старшей сестры и других моих матерей неизвестно. Они, скорее всего, попали в какую-то дурную ситуацию. Я просто обязана отомстить за них. Но у меня недостаточно сил для этого. Может ли младший боевой брат Хан помочь мне? Слова Мо Фэнву показали, насколько она была слаба. Ее глаза тут же заволокло пеленой, как будто она собиралась рыдать от горя. Когда Хань Ли увидел это, он почесал нос и почувствовал головную боль. Сначала он думал, что, если она узнает о местонахождении Мо Цэхуан и ее матери, она передумает насчет мести. Но он не думал, что Мо Фэнву за столько лет на самом деле станет так привязана к этой идее. Честно говоря, убить культиватора стадии концентрации Ци было бы намного проще, чем убить влиятельного смертного без причины. Хань Ли узнал об этом после того, как вошел в долину Желтого Клена. Оказалось, что множество провинций государства Юэ были четко разделены между несколькими крупными кланами и 7 большими сектами. До тех пор, пока в какой-то провинции существовал мощный, влиятельный клан, культиваторы втайне присматривали за ними или даже напрямую поддерживали их. Изначально особняки Мо из провинции Лань и вилла Гегемона были 2 новыми и развивающимися силами. Таким образом, с ними не связывались культиваторы. Иначе, когда Хань Ли был отправлен убить Ауян Фитянь из виллы Гегемона, разве смог бы он так легко скрыться? Однако, секта Радуги была другой. Эта секта была создана более 100 лет назад и считалась древней. Таким образом, гора духовного зверя из 7 великих сект, управляющая провинцией Лань, молчаливо поддерживала их. Скорее всего, они стояли за ними. В результате, когда особняк Эйма начал войну с ним, они потерпели большое поражение. Будучи учеником долины Желтого Клена, он не мог убить главного лидера смертных, которого поддерживала другая секта, как без причины, так и по причине. В противном случае он не смог бы объяснить себя. Однако, с недавним вторжением в государство, Юэ-сект Дьявольского Да, мир смертных также понес потери. Это дало ему хорошую возможность действовать в это кризисное время. Если он будет осторожен, то никаких проблем возникнуть не должно. Поскольку Хань Ли думал об этом, он не проявлял никаких эмоций. Вместо этого он встал и стал ходить взад и вперед по комнате. Еще через мгновение он посмотрел на очаровательное лицо Мо Фэнву и спокойно сказал: «Молодая леди Фэнву, в любом другом случае я бы не согласился помочь вам в этом деле, поскольку у меня могли возникнуть большие неприятности. Но последние обстоятельства в мире культиваторов весьма своеобразны, так что у меня может быть такая возможность. Давайте сделаем вот как. Если у меня появится возможность в будущем, я попытаюсь устранить мастера секты Радуги. Но если это действительно невозможно, я надеюсь, что молодая леди Фэнву забудет о своей мести». Когда Мо Фэнву услышала слова Хань Ли, она тут же заплакала от радости. Увидев, как такая красавица плачет, сердце Хань Ли сжалось. В тот год, когда он впервые увидел Мо Фэнву, он был очень тронут этой милой молодой мадам из особняка Мо. И по сей день память об этом сохранила теплые чувства в его сердце. Это был первый раз, когда он ощутил на себе чувство романтической страсти. Это небольшое обещание было ничем иным, как проявлением нежности. Несмотря на мысли об этом, внешне он выглядел так же, как всегда. Он планировал глубоко похоронить это чувство в своем сердце и больше не думать об этом. Согласившись с Хань Ли, Мо Фэнву, в конце концов, радостно взглянула на него. Ее лицо было исполнено благодарности. Она ничего не ответила и направилась к Хань Ли. Внезапно она слегка прижала свои мягкие и ароматные губы к его щеке. Затем, с застенчивым и слегка озадаченным выражением лица сказала: «Поскольку младшего боевого Хань дал свое обещание, даже если вы не сможете убить этого человека, Фэнву не может не поблагодарить вас». Сказав это, девушка молча надела свой плащ и поспешно покинула его комнату. Хань Ли коснулся своей щеки, которую только что поцеловала прекрасная девушка. Затем он погрузился в глубокую задумчивость на долгое время. На рассвете второго дня Хань Ли очнулся от медитации Ци и стал размышлять о событиях, которые произошли прошлой ночью. Он мог только тяжело вздохнуть. Если бы Мо Фэнву тоже обладала духовными корнями, он определенно познакомил бы ее с долиной Желтой Клена и культивировал бы с ней в парную культивацию. С этой мыслью Хань Ли умылся и вышел из комнаты.
Он собирался ознакомиться с планировкой резиденции Цинь и затем продолжить рассмотрение других вопросов. Но он не думал, что как только он выйдет, он обнаружил улыбающегося Цинь-Пин во дворе. Не дожидаясь изумленных расспросов Хань Ли, он быстро шагнул вперед и объяснил: это был приказ лорда Цинь быть личным слугой молодого мастера на время его пребывания здесь. В будущем, если молодому мастеру что-то потребуется, не стесняйтесь говорить мне. Когда Цинь-Пин говорил с Хань Ли, его выражение было почтительным и взволнованным. Его мысли были довольно просты. Хотя этот молодой мастер Хань прибыл из провинции и не был выдающейся личностью, этот человек был в центре внимания господина и пользовался его полным расположением. Кроме того, если бы он хорошо служил этому молодому мастеру, возможно, он мог бы также получить милость господина. Когда Цинь-Пин подумал об этом и сделал свои эгоистичные расчеты, он с презрением смотрел на этого молодого деревенского хозяина, особенно когда впервые услышал, что он должен быть его слугой. Цинь-Пин уже слышал рассказ горничной мадам, что это, скорее всего, был тот незаконно рожденный ребенок лорда. До тех пор, пока лорд был жив, кто посмел бы обращаться с этим молодым мастером несправедливо? Кроме того, как долго он будет следовать за молодым мастером Хань, это было так же изменчиво, как приливы и отливы. Это повысило бы его положение гораздо быстрее, чем выполнение поручений третьей мадам. Хань Ли, естественно, не знал истинных мыслей этого человека, вместо этого чувствовал только, что Цинь-Пин вел себя в соответствии с пожеланиями Цинь-Янь. Он знал, что тот не знаком с Юй-Цзин и резиденцией Цинь, поэтому немедленно послал этого человека ему на помощь. Как только Хань Ли подумал об этом, он слегка улыбнулся и прямо сказал Цинь-Пин: «Я еще не видел большую часть этих зданий, поэтому я хочу осмотреться. Как насчет этого?» «Да, молодой мастер». Цинь-Пин с энтузиазмом ответил, поскольку это было его первое задание. Таким образом, Цинь-Пин шел впереди Хань Ли, показывая ему резиденцию Цинь. Хотя он и говорил о женских комнатах, у Хань Ли не было подходящей возможности посмотреть их вблизи. Несмотря на это, когда люди видели, что на них показывают издалека, они не посмели сплетничать. В конце концов, предыдущие слова Цинь-Яна относились ко всей резиденции Цинь. Это внутренний двор второго мастера, Фугуэ. Помимо второго мастера, там живут и его два младших сына. Сосед что? Цинь-Пин очень хорошо проводил экскурсию для Хань Ли. Таким образом, Хань Ли смог втайне запомнить каждое имя, которое назвал Цинь-Пин, а также дом, где жил этот мастер. Но когда он сказал о молодой мадам Бя в резиденции Мо Фэнву, мысли в голове Хань Ли перемешались. Он сделал паузу и долго смотрел на нее, прежде чем отвернуться. Спустя какое-то время Хань Ли закончил осматривать резиденцию Цинь, но почему-то казалось, что Хань Ли все еще был недоволен. В конце концов, он прямо сказал, что хочет, чтобы Цинь-Пин вывел его из резиденции Цинь в оживленное место в Юй-Цзин. Поскольку они блуждали беспорядочно, Цинь-Пин продолжал давать ему объяснения. За все утро они успели обойти несколько живописных мест в Юй-Цзин. Восторженное выражение на лице Цинь-Пин давно исчезло. В этот момент он хромал за Хань Ли с горьким выражением лица. Кто бы мог подумать, спустя столько часов без малейшего отдыха, ему по-прежнему придется продолжать показывать город и давать объяснения. В этой ситуации кто угодно бы почувствовал себя расстроенным. Цинь-Пин даже решил, что он выбрал не того хозяина. Глава 284. Разговор за звуконепроницаемым барьером. Хотя Цинь-Пин был слугой в резиденции Цинь, он обычно передвигался на коляске, если ему было нужно куда-то выйти. Он никогда не путешествовал так далеко пешком, как сегодня. Это путешествие его страшно утомило, его ноги ужасно болели, как будто обе его пятки избили, а в подушечке пальцев были воткнуты иглы. Не говоря уже о том, что его голос охрип от постоянных разговоров. Однако, когда он увидел, что его новый мастер заинтересовался небольшим фарфоровым магазином и продолжал разглядывать все вокруг, он мог только продолжить следовать за ним, стиснув зубы. В конце концов, он не мог сказать своему мастеру, что он устал. Разве слуга мог жаловаться? «Я немного проголодался. Где здесь можно пообедать?» Услышав эти слова Хань Ли, Цинь-Пин очень обрадовался и тут же согласился с ним. Затем он очень вежливо предложил своему мастеру посетить небольшой ресторан, расположенный не слишком далеко, похвалив изысканные фирменные блюда ресторана. Хань Ли решил, что это забавно, и сказал, что позволит Цинь-Пин самому выбрать. Цинь-Пин вошел первым, войдя в двухэтажный ресторан. На первом этаже были простолюдины, которые ели обычные блюда. Второй этаж, однако, предназначался для людей, у которых есть положение в обществе. Цинь-Пин, естественно, не позволил Хань Ли есть на первом этаже, хотя казалось, что он собирался.
На втором этаже было мало гостей, всего 3-4 группы людей. За одним из столов было 5 действительно заметных личностей, 3 мужчины и 2 женщины. Когда Хань Ли поднялся на второй этаж, он, естественно, обратил на них внимание. Это было потому, что эти 5 людей на самом деле были культиваторами стадии концентрации Ци 10 уровня или выше. Их появление здесь было довольно странным. Могут ли они быть из 6 сект дьявольского Да? Было, подумал Хань Ли. Хань Ли немедленно уменьшил поток духовной Ци в своем теле, используя технику сдерживания Ци, которую он узнал после того, как достиг стадии заложения фундамента. Таким образом, в глазах людей с гораздо более низкой культивацией, он был простым смертным. «Молодой мастер, пожалуйста, присаживайтесь сюда». Циньпин с большим трудом нашел Хань Ли к стол у окна, поскольку у него болели ноги. Затем он вытер своими рукавами деревянный стул, прежде чем предложил Хань Ли сесть. Хань Ли несколько смутился и также предложил Циньпин сесть. На этот раз Циньпин не слишком сопротивлялся, и после нескольких неудачных попыток он радостно сел. Хотя его ноги действительно гудели от боли, он был обязан действовать в соответствии со своим статусом слуги. К счастью, молодой мастер Хань Ли, который только что обошел вокруг всю столицу, не особенно внимательно относился к формальному этикету. При виде 2 новых гостей официант тут подошел к ним и покорно спросил, что желаете. У нас есть много фирменных блюд, которые достаточно известны. Мы желаем отведать ваши лучшие фирменные блюда. Кроме того, используйте самые лучшие ингредиенты. Мой молодой мастер резиденции Цинь. Циньпин знал, что Хань Ли, конечно же, не знал, как заказать еду, и взял это дело в свои руки, отдав распоряжение от имени Хань Ли. После того, как он упомянул резиденцию Цинь, выражение слуги стало гораздо более оживленным. Конечно же, репутация резиденции Цинь была весьма полезной. После того, как официант услышал это, он тут же кивнул головой, поклонился и даже сделал несколько лестных замечаний. Затем он поспешил назад, чтобы выполнить их заказ. Однако Хань Ли не был заинтересован в том, чтобы выставлять на показ свою силу кому-то из слуг. Он был полностью сосредоточен на культиваторах, сидящих не так далеко от него. Но что его сбило с толку, так это то, что 30-летний мужчина в синей одежде казался знакомым, как будто видел его раньше. Хань Ли пытался вспомнить, но ничего не пришло на ум. Очевидно, он был не слишком близко знаком с этим человеком. Все мужчины, в том числе мужчина в синей одежде, которого Хань Ли посчитал знакомым, выпивали алкоголь с беспокойным выражением на лицах. 2 красивые женщины просто смотрели на свои чашки с алкоголем, даже не сдвинув палочки для еды. Казалось, у них не было аппетита. Судя по всему, они столкнулись с немалыми трудностями, так что вряд ли они были культиваторами дьявольского Да, проникшими в государство Юэ. Мужчина в синем, казалось, был самым молодым в группе, за исключением женщины, которая выглядела на несколько лет моложе. «Молодой мастер, еда готова. Пожалуйста, поешьте». В этот момент Хань Ли услышал почтительные слова Циньяна. Слуга уже аккуратно и ловко разложил посуду на столе. «Хе-хе, давай вместе поедим». Хань Ли с легким смущением улыбнулся и открыл рот, обнажив чистые белые зубы. В этот момент Хань Ли начал есть и надеялся полностью сосредоточиться на жевании. Но на самом деле он скрытно высвободил свое духовное чутье, чтобы внимательно следить за теми культиваторами. Когда Циньпин увидел, что Хань Ли начал есть, он, естественно, подвинул и свои палочки для еды. В этот момент самый старший из тех культиваторов, старик с темным лицом, перестал пить и внезапно установил вокруг них невидимый звуконепроницаемый барьер, а затем сказал: «Все ешьте. Поскольку наши жизни теперь нам не принадлежат, мы, ученики с Туманной горы, можем делать только 1 шаг за 1 раз. Независимо от того, как это звучит, то, что мы сохранили свои души, намного лучше, чем то, что случилось с другими культиваторами». Несмотря на звуконепроницаемый барьер и негромкий голос старика, Хань Ли мог отчетливо его слышать. Звукопоглощающие магические техники, используемые культиваторами концентрации Ци, были неэффективны в отношении духовной сущности культиватора на стадии заложения фундамента. Однако слова старика заставили Хань Ли понять, что что-то было не так. Он слышал, что какой-то скрытый смысл был в этих словах. Возможно, из-за слов старика с темным лицом 2 женщины тут же съели немного еды. Однако они все еще казались рассеянными. Скорее всего, они даже не почувствовали вкус еды. «Старший брат, неужели с этого момента они действительно будут использовать нас? Так нельзя. Мы должны тайно рассказать об этом 7 сектам. Конечно, они справятся с ними», — сказал с яростным лицом человек в синей одежде, проглотив 2 чашки алкоголя. Старик с темным лицом вздохнул. «4-й брат.
Все не так просто, он слегка покачал головой. На его лице было выражение беспомощности. Услышав слова старика, самая молодая женщина в белой одежде спросила: «Старший брат, почему мы не можем? Неужели люди из 7 сект не хотят убивать злодеев? В государстве Юэ, по крайней мере, несколько сотен человек погибли от их рук, чтобы сохранить Да». Когда мужчина и женщина средних лет услышали, что она сказала, они могли только переглянуться между собой с горькой улыбкой на лице. Кажется, эти двое ясно понимали, о чем беспокоился темнолицый старик. Когда Хань Ли услышал это, он был несколько удивлен. Ему казалось, что он схватился за конец большого клубка. Тем не менее, он сохранял свое прикрытие и съел еще несколько блюд, в результате чего Циньпин похвалил большой аппетит молодого мастера. Хань Ли слегка улыбнулся, как будто понял, что его действия были неправильными, и замедлил скорость, с которой он ел. В этот момент темнолицый старик вздохнул и начал объяснять мужчине в синей одежде и женщине в белом. По правде говоря, призыв 7 сект о помощи просто бесполезен. Прежде всего, мы, свободные культиваторы, ясно понимаем нынешнее положение 7 сект. Вся их сила сосредоточена на том, чтобы остановить вторжение дьявольского Да, поэтому разве они станут отвлекаться на помощь свободным культиваторам? Даже если они встретятся с культиваторами стадии заложения фундамента. От обычных культиваторов толку не будет. Иначе, разве дьявольская Да захватила бы нас так легко? Во-вторых, даже если 7 сект отправили людей для уничтожения наших противников, не забывайте, что все они были в масках. Мы совершенно не знаем, как они выглядят. Кроме того, они напали на нас в заброшенном храме, в котором мы скрывались, поэтому любая помощь не смогла бы подоспеть вовремя. Не говоря уже о том, что они наложили какие-то ограничительные заклинания на наше тело. Если мы не будем выполнять их приказы вовремя, скорее всего, они нас тут же убьют. Кроме того, неизвестно, смогут ли люди из 7 сект удалить эти ограничения. Поскольку они позволили нам уйти так легко, то, вероятно, они сами разработали эти заклинания. Разумеется, уничтожить их не так просто. Сказав это, он нахмурил лоб. Казалось, он действительно был в отчаянии. Тогда все, что мы можем, подчиниться злодеям и им поймать в ловушку других культиваторов. Женщина в белой одежде сильно побледнела. Она явно не хотела этого делать. 5-я сестра. Все так, как сказал старший брат. Прямо сейчас это наш единственный способ выжить. К счастью, у нас есть время, прежде чем нас заставят действовать. Но не стоит падать духом, вместе мы сможем найти способ избежать подчинения этим злодеям и сбежать. Худой, высокий 40-летний мужчина пытался успокоить ее. Но все они знали, что этими словами пытаются обмануть сами себя. За последние несколько лет они не смогли придумать ничего стоящего. Есть ли надежда, что они найдут способ через несколько месяцев? С этими словами все они замолчали. В их сердцах была тревога. Глава 285. Пренебрежение и слухи. Подслушав их разговор, Хань Ли почти все понял. То, что эти люди сказали, было как-то связано с исчезновением культиваторов в государстве Юэ за последние несколько лет. Вероятно, эти несколько человек были захвачены кем-то, кто им угрожал. Но, услышав их разговор, можно было понять, что их уже контролировали, и они были вынуждены причинять вред другим. В голове Хань Ли всплыло множество мыслей, но через короткое мгновение он решил, что этот вопрос лучше оставить нетронутым. В конце концов, эти люди были причиной исчезновения многих культиваторов. Несмотря на это, они беспрепятственно действовали по сей день, но все еще оставались нераскрытыми. Это объясняло, насколько они были хитрыми и необычными. Более того, поскольку они могли контролировать культиваторов стадии заложения фундамента, среди них могли быть культиваторы стадии формирования ядра, он сам был всего лишь культиватором стадии заложения фундамента. В такие трудные времена лучше всего было помалкивать и не искать неприятностей на свою голову. Подумав таким образом, Хань Ли тут же убрал свое духовное чутье и решил больше не обращать внимания на эту группу культиваторов. Хотя эти люди действительно выглядели жалкими и несчастными, Хань Ли не был альтруистом. Он не хотел вмешиваться в это, очевидно, опасное дело, которое не имело к нему никакого отношения. Он мог только надеяться, что им повезет найти спасение. Они найдут удачу. Более того, нынешнее положение 7 сект было таким, каким его описал человек с темным лицом. Вся их силы были брошены на борьбу с дьявольским Да. У них не хватало людей. Даже если бы Хань Ли помог проинформировать их об этом вопросе, они, скорее всего, не обратили бы на это никакого внимания, поскольку это не имело к ним прямого отношения.
Хань Ли мог думать об этом только с пренебрежением. Поскольку ему не нужно было разделять свое внимание на то, чтобы послушать их, он мог сосредоточиться на еде. Время от времени он притворялся любопытным, спрашивая в Циньпин о некоторых вещах за окном. Естественно, Циньпин продолжал давать Хань Ли полные и подробные объяснения. Пока он это делал, Хань Ли съел большую часть еды на столе, в результате чего Циньпин мог только щелкать языком. Он внутренне думал, что у этого молодого мастера была не только безграничная энергия, но и огромный аппетит. В этот момент культиваторы, сидевшие за соседним столом, спустились на нижний этаж. Хань Ли четко видел, что они уходили с повисшим носом. Казалось, они не верили в то, что в скором времени удача окажется на их стороне. При виде этого Хань Ли покончил с едой и сделал несколько глотков. Однако Циньпин радостно улыбнулся и достал небольшой медальон резиденции Цинь, а затем спустился на первый этаж. Вскоре после этого он вернулся и доложил Хань Ли: «Молодой мастер, я показал хозяину ресторана карманный медальон. Таким образом, в конце месяца они преподнесут в нашу резиденцию счет. Вам не нужно носить с собой серебро, чтобы расплачиваться. Каждый месяц молодым мастерам резиденции Цинь выдается несколько сотен тайлей серебра на расходы. Я уже зарегистрировал счет за питание под именем молодого мастера». Когда Хань Ли услышал это, он был слегка удивлен. Он снова почувствовал влияние резиденции Цинь. Во второй половине дня Хань Ли не думал продолжать ходить пешком. Вспомнив о прежней боли, Циньпин предложил вызвать экипаж. Затем они совершили поездку в несколько важных мест в Юйцзин. Несмотря на то, что они не смогли посетить множество важных мест, Хань Ли, наконец, почувствовал, что у него появилось общее представление о топографии и раскладке улиц. Маловероятно, что резиденция Цинь подверглась бы нападению, пока Хань Ли присматривал за столицей. Наступила ночь. Хань Ли вернулся в резиденцию Цинь, полностью удовлетворенный. В этот момент привратник Цинь Гуй поспешно выскочил из-за ворот, не дожидаясь, пока Хань Ли выйдет из экипажа, чтобы подольститься к нему. Он боялся, что этот недавно появившийся молодой мастер Хань затаил на него обиду из-за вчерашнего, поэтому ему было срочно нужно улучшить о себе впечатление у Хань Ли. Но как Хань Ли мог бы вспомнить события вчерашнего дня, когда у него были другие проблемы? Он давно забыл об этом. В этот момент его мозг был занят мыслями о том, как он защитить резиденцию Цинь. Это действительно было нехорошо. Он должен был во что бы то ни стало защитить жизнь Цинь-Янь, иначе бы он не смог показаться мастеру Ли Хуаюню на глаза. Придя к такому выводу, Хань Ли легко вернулся в резиденцию Цинь. Ночью Хань Ли прямо отправился к дяде Цинь-Янь, избегая всех остальных. После минуты подробной дискуссии в секретной комнате Хань Ли вернулся в хорошем расположении духа. На следующий день все, кто бы как-то связан с Цинь-Янь, неожиданно обнаружили, что рядом с ним появился незнакомый юноша. Кроме того, он выглядел совершенно простым, в отличие от любого уроженца Юйцзина. С большим энтузиазмом Цинь-Янь познакомил этого юношу со всеми его знакомыми, как с потомком старшего из своего клана. Его близкие друзья сказали, что они будут поддерживать Хань Ли в будущем и другие подобные вещи. Друзья Цинь-Янь не были чиновниками или дворянами, а были весьма богатыми и влиятельными купцами. Хотя им было совершенно непонятно, что почему этот юноша следовал за Цинь-Янь, расспросив Цинь-Янь немного о Хань Ли, эти коварные старые лисы смотрели на него так, как полагает пожилым людям, с дружелюбием. Хань Ли также познакомился с верхним эшелоном Юйцзин. В мгновение ока прошло 2 месяца, Хань Ли, по-видимому, действительно стал молодым мастером резиденции Цинь. Мало того, что с ним обращались так же, как и с другими потомками, но он также был знаком со всеми делами лорда Цинь, будь то бизнес, социальные изыски или приход гостей в резиденцию. Хань Ли всегда был вместе с ним. Казалось, он хочет оказать Хань Ли огромную поддержку. Таким образом, слухи о том, что Хань Ли был внебрачным ребенком лорда клана Цинь, быстро распространились за пределами резиденции Цинь. Даже аристократические семьи, знакомые с резиденцией Цинь, уже давно были наслышаны об этом, однако Цинь-Янь полностью игнорировал эти слухи, оставляя все на волю их воображения, словно молча соглашался с ними и еще больше укреплял их как истину. В результате молодое поколение клана Цинь стало терять терпение. Неизвестно, было ли это подстрекательством со стороны старшего поколения, но неожиданно они начали косвенно расспрашивать о действительности этих слухов. Тем не менее, Хань Ли продолжал притворяться деревенским дурачком, поэтому, естественно, разговоры с ним не давали каких-либо результатов. Со временем жители резиденции Цинь поняли, что Хань Ли действительно был молодым мастером резиденции Цинь и был горячо любим Цинь-Янь. Однако они все равно думали, что таким образом он пытается загладить свою вину перед Хань Ли, хотя некоторые из молодых мастеров и госпожа клана Цинь, которых изначально любил Цинь-Янь, чувствовали себя очень неудовлетворенными этим. Под сильным давлением своего деда-лорда они не смели предпринять каких-либо открытых действий против Хань Ли.
Они могли только кусать себе локти. Тем не менее, они постоянно сплетничали у Хань Ли за спиной, называя его деревенщиной и тому подобным. Эти люди не знали, что ночью, когда Хань Ли культивировал свою ци у себя в комнате, он периодически высвобождал свое духовное чутье и окутывал им всю резиденцию Цинь. Благодаря этому он был осведомлен обо всем, что происходило в резиденции. Хань Ли отчетливо слышал возмущенные слова этих людей. Хотя Хань Ли не собирался поучать этих неопытных и наивных детей, их старшие втайне наускивали их против Хань Ли. Но Хань Ли ничего не мог с этим поделать. Эти смертные люди его совершенно не интересовали. Даже если бы секта дьявольского Да внезапно напала, эти люди были бы последними, кого он бросился спасать. Это было бы маленьким возмездием от Хань Ли. Однажды Цинь Янь неожиданно пригласили на банкет одной важной персоны, принца. Говорили, что любимая наложница принца выздоровела от тяжелой болезни, поэтому он устроил большой праздник в честь этого. Хотя клан Цинь не был самыми богатыми торговцами в Юйцзине, его сила и влияние были в тройке лидеров, поэтому им, естественно, прислали приглашение на это мероприятие. Более того, это было не просто приглашение для Цинь Янь, в нем также указывалось, что принц желал познакомиться с молодыми мастерами, талантливыми женщинами клана Цинь. Говорят, что юный принц особенно хотел, чтобы они пришли, не имея лучшего выбора. Цинь Янь пришлось пойти на праздник вместе с ними. Младшие, узнав об этом, были очень счастливы, однако с тех пор, как Цинь Янь услышал, что клану Цинь грозит опасность, он, естественно, не мог позволить своим младшим валять дурака. Если бы дьявольская Да действительно следила за ними, как сказал Хань Ли, тогда им действительно пришлось бы столкнуться с большой бедой. Таким образом, в течение двух последних месяцев лорд Цинь под различными предлогами не выпускал своих младших из резиденции. Естественно, что подобное поведение мастера клана вызвало огромную волну жалоб и негодования со стороны младших. А еще больше их злило то, что Хань Ли был их ровесником, но ему разрешалось рано уходить из резиденции и поздно возвращаться. Они не могли не выражать свое недовольство по поводу такой несправедливости. Теперь, когда, наконец, появилась такая возможность, они были в приподнятом настроении. Принц Синь, пригласивший их, был одним из младших сыновей братьев короля государства Юэ. Из того, что сказал Цинь Янь, хотя он и был членом королевской семьи, он был очень открытым и завел много друзей. Его приветствовали не только высокопоставленные чиновники, дворяне и богатые купцы, но даже обычные мясники были с ним хорошо знакомы. Разумеется, для того, чтобы предотвратить возникновение дурных намерений, он не смел тесно общаться с высокопоставленными и влиятельными военными чиновниками и бюрократами. Таким образом, принц пользовался большой репутацией среди простолюдинов Юйцзин. Кроме того, все они высоко оценивали его. Когда Хань Ли услышал это, у него сложилось хорошее впечатление об этом принце. Но чтобы убедиться в этом, ему, естественно, сначала было нужно самому взглянуть на него. В конце концов, хотя его репутация была довольно хорошей, такие известные люди часто любили вести грязные дела из тени.